Холодным зимним вечером Ральф встретил на пороге своего дома кошку, умолявшую о приюте. Не зная, к чему приведет эта встреча, он вскоре понял, что кошка приготовила ему необыкновенный сюрприз. Во время перерыва в своем любимом телешоу Ральф встал, чтобы приготовить чашку горячего какао. Каково же было его удивление, когда на крыльце он обнаружил посетителя. В воздухе стоял пронизывающий холод. Снаружи дул зимний ветер, а прогноз погоды предвещал приближающийся снежный рассвет. Проходя мимо входной двери, он услышал тихое мяуканье и кошачью мордочку, прижатую к стеклу. Заметив его, кошка подняла пушистую белую лапу в знак приветствия и постучала по стеклу, как бы говоря: «Привет, могу я войти, пожалуйста?» Подойдя к двери, кот быстро встал. Сам факт того, что он открыл дверь, создавал впечатление, что это было предопределено судьбой, как будто Ральф не мог устоять перед умоляющим призывом перед лицом такой решимости. Ральф почувствовал непреодолимое желание уступить, и когда он открыл дверь, кошка проскользнула в образовавшуюся щель. Вслед за ней подул ледяной ветер, вызвав у него чувство одиночества из-за ее бедственного положения. Как долго она там пробыла. Как только она вошла, он быстро закрыл дверь. Кошка была совершенно сухой, если не считать нескольких кусочков инея, застрявших в ее шерсти. Отряхиваясь, она оставила на ковре несколько капель инея. При ближайшем рассмотрении оказалось, что она необыкновенной красоты, с пушистыми белыми полосками и пышным завитком на хвосте. Она также выглядела упитанной, с округлым животом, напоминающим кошку, которой не пристало бродить по улицам в такую морозную зимнюю ночь. Ральф отправился на кухню, чтобы приготовить горячее какао и подогреть молоко для своей гостьи. Он приготовил его на маленьком блюде и подал ей в прихожей. Сначала она понюхала его несколько раз, но неохотно, и принялась лакать. Покончив с едой, она последовала за ним на кухню, время от времени останавливаясь, чтобы осмотреть свое новое окружение. Ральф нежно погладил ее по мягкой шерстке, на что она ответила звонким мурлыканьем и потерлась о его ногу. Ее действия были понятны. Она закладывала основы дружбы. «Не беспокойся о погоде», — утешал Ральф. «Ты можешь остаться здесь на ночь или настолько, сколько захочешь». Произнося эти слова, он знал, что они звучат искренне. Ральф был полностью готов предоставить убежище этой кошке, будь то всего на пару дней или даже на несколько недель. Впервые он проводил время с домашним животным, которое не принадлежало его другу или члену семьи. В детстве он обожал собак и страстно мечтал о щенке, которого мог бы назвать своим на день рождения. Однако проживание в многоэтажке делало это невозможным, поэтому он компенсировал это тем, что проводил время с собаками своего друга. После прохождения военной службы его первоначальная гражданская работа потребовала длительных поездок. Ему нравилось посещать интересные места и знакомиться с окружающей средой, но это мешало ему броситься в приют для животных, чтобы завести питомца, о котором он всегда мечтал. Поэтому он решил сменить работу, наконец-то осесть и обзавестись собственным домом. Большая часть года ушла на то, чтобы разобраться с основами, и найти место, которое он мог бы назвать домом, было нелегким делом. Таким образом, в некотором смысле он завидовал коту. После того, как кошка выпила молоко, Ральф предложил ей тарелку с оставшимся цыпленком, но она, похоже, не проявила интереса и почти ничего не съела. После этого он вернулся к просмотру спортивного матча. Несмотря на то, что его внимание было поглощено игрой, и он забыл о своем горячем какао, он заметил кошку, просунувшую голову в гостиную. Она поприветствовала его веселым мяуканьем и в шоке уставилась на огромный телевизионный экран. Ральф убавил звук, надеясь, что она останется, но возбуждение от футбольного матча, казалось, слишком отвлекало ее, и она не задержалась больше, чем на мгновение. Через пару минут
он услышал печальное мяуканье кота в коридоре и решил оставить свою игру, чтобы посмотреть, как поживает его новое создание. Кошка взяла на себя смелость подробно осмотреть все комнаты. Похоже, ей понравились спальни, и она провела некоторое время, растянувшись на кровати Ральфа. Она также запрыгнула на несколько стульев на подоконнике, проявляя живой интерес к падающим снежинкам. В комнате для гостей она издала еще одно печальное мяуканье, стоя перед дверцами гардероба. Ральф открыл их, и кошка уверенно вошла внутрь. Довольно скоро она взяла с нижней полки сложенное одеяло. Ее довольное мурлыканье отдавалось эхом в деревянных стенах. Ральф наблюдал за ее выходками и находил их забавными. Он был немного знаком с поведением кошек, но эта кошка быстро освоилась. Чувство необыкновенной гордости охватило его, когда он понял, что она чувствует себя в безопасности в его жилище, и он пришел к выводу, что незначительные царапины, которые она могла оставить на одеяле, были небольшой платой за компанию. Гостевая комната Ральфа на весь вечер стала территорией кошки. Она вела себя мирно и дружелюбно по отношению к своему новому знакомому, нежно мурлыкая каждый раз, когда замечала его. У нее пропал аппетит, но она по-прежнему пила воду, которую предлагал ей Ральф. Чувствуя себя неуверенно, Ральф отправился спать в ту ночь. Проснувшись, он решил выяснить, не пропал ли у кого-нибудь из его соседей друг-кошка. Он сделал 2 фотографии кошки и показал их окружающим, но никто ее не узнал. Ральф просмотрел местные доски объявлений в поисках пропавших кошек, но описания не соответствовали его новообретенному другу. Он отправил запросы в общественные группы и онлайн-платформы, но безрезультатно. Люди предлагали передать кошку в приют для животных, но Ральф просто не мог набраться смелости и отослать ее. Было очевидно, что она доверилась ему с момента их первой встречи. Решив, что кошка останется еще на 1 ночь, Ральф отправился собирать все необходимое. Он купил ящик для мусора, немного корма и большую подстилку для кошки. Кошка воздержалась от еды, но проявила интерес к своей новой постели. Когда Ральф достал из шкафа знакомое одеяло, ему показалось, что оно идеально подошло к месту. Ее отказ от еды обеспокоил его. Вдобавок ко всему, она была необычайно прохладной на ощупь. Он подумал, не подцепила ли она какого-нибудь насекомого, гуляя на улице. Чтобы обеспечить ей комфорт, он положил на кровать дополнительное одеяло и матрас с подогревом. Она с нетерпением ждала, когда можно будет лечь спать, но некоторое беспокойство не покидало ее. Ральф часто проверял, как она себя чувствует, и каждый раз слышал громкое мурлыканье. Он рассудил, что если бы ей действительно было неудобно, она бы поцарапала его или проявила другие признаки неудовольствия. Он решил не заставлять ее есть. Он чувствовал, что ей нужно время. С приближением сумерек метель усилилась. Прежде чем лечь спать, Ральф убедился, что в комнате уютно и тепло. К своему удивлению, он проснулся от приглушенной гармонии музыки Tiny Muse. Его новая подруга стала матерью. В своей мягкой новой постели она родила 3 очаровательных котят. Тогда до него дошло, что ее кажущийся избыточный вес был признаком беременности, а это, вероятно, означало, что она потерялась. Тем не менее, она проявляла чувство гордости, которое согревало душу, и сердце Ральфа наполнилось любовью ко всем им. Через несколько дней он погрузил новорожденную семью в транспортер и отвез в ближайшую ветеринарную клинику. Всем им были выданы медицинские справки, и им были незамедлительно назначены первые прививки. К этому моменту мысль о расставании с ними стала невообразимой. И когда прошел месяц, а никто так и не заявил права собственности на кошку-маму и ее котят, он понял, что в одночасье стал их официальным опекуном. Когда они подросли и начали играть, Ральф раздобыл для них множество игрушек. Мама-кошка превратилась в его ближайшего компаньона и стража. И, будучи заботливым родителем домашних животных, он позаботился о том, чтобы она получала необходимую медицинскую помощь. Живя среди 4 кошек,
которые лелеяли его, Ральф чувствовал, что его жилище в конечном счете превратилось в уютное жилище, о котором он всегда мечтал. Вы когда-нибудь впускали незнакомую кошку или любое другое существо в свое убежище из чувства сострадания? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях ниже. Если вам понравилась эта история, вам наверняка понравится следующее видео, которое появится на вашем экране. Не забудьте подписаться на канал, поднять палец вверх и активировать уведомления, чтобы не пропустить наши будущие публикации.